Всем здравствуйте, мои уважаемые зрители! У нас прогноз на первую половину сентября для знака зодиака Рыбы. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также мы получим советы от Таро и от Оракула. Ленорман нам покажет сюрприз или неожиданность. Но еще у нас будет маятник. Маятник — это ответ на ваш вопрос «да» или «нет». Рыбы, первая половина сентября. Поэтому пока я готовлю ваш прогноз, подумайте, на какой вопрос вы хотите получить ответ. Что у вас будет происходить в начале сентября? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас будет происходить. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. На дне колоды у вас старший аркан Звезда. Но звезда символизирует мечты, надежды человека. Здесь может быть какие-то проекты, которые вы начнете реализовывать. Может быть, это что-то связано с интернетом, с удаленкой. Ну, в первую очередь, карта говорит, что сейчас, вот в конце этих 15 дней, у вас наступает период, когда все трудности разрешаются легко, и у вас появится возможность воплотить в жизнь какие-то свои старые мечты, проекты, замыслы. То есть сейчас у вас не будет препятствий, которые вам нужно будет преодолевать, а значит, вы спокойно можете заниматься необходимыми для вас делами. Тут карта говорит: верьте в свою мечту, даже если кто-то сомневается в ее осуществлении. Но также это может быть что-то связано с получением работы, реализацией на карьерном поприще. Или, может быть, здесь королева жезлов, может быть, какие-то дела или планы связаны с вашим домом, с вашей семьей или с вашими отношениями. Хорошо, мы еще вернемся к этой карте. Давайте посмотрим сюрприз, неожиданность Рыбы. Первая половина августа. Что нам скажет для вас Ленорман? Так, сейчас я опущу немножко, чтобы не видно было. Хорошо, в начале этих 15 дней, в начале сентября у вас ложится восьмерка мечей. Но это карта ограничений. Да, ограничения могут быть финансовые. Может быть, вы не можете реализовать какие-то ваши планы, задумки. Также это могут быть временные ограничения, например, по здоровью. В каком-то вопросе вы будете чувствовать несвободу. Но еще это бывает внутреннее ограничение, самоограничение. Может быть, вам нужно будет настоять на своей точке зрения, высказаться, занять определенную позицию. Но восьмерка говорит, что вот страх будет вас сковывать, не знаю, может быть, это на работе или в отношениях. То есть что-то вам будет мешать действовать и думать самостоятельно. Ну, кто-то, может быть, будет вмешиваться в ваши дела и диктовать вам свои условия. Да, для женщин здесь могут быть сплетни, которые ведутся за вашей спиной и наносят удар по вашей репутации. Может быть, это на работе, в бизнесе. Потому что вот у нас в Ленорман легли не очень простые карты. Но я пока их не буду озвучивать. Давайте мы посмотрим, в чем вы будете чувствовать ограничения в начале сентября.
какая-то энергозатратная ситуация. Здесь нужно внести ясность в какой-то вопрос. Или вы не можете что-то завершить. Иногда, знаете, вот десятка, очень много ответственности, очень много обязанностей. Не знаю, может быть, кто-то набрал каких-то кредитов, займов, в долги влезли. И не знаете, как из этой ситуации выбраться. Потому что у нас еще в деньгах здесь девятка. Это держать оборону. Так, давайте мы вам совет посмотрим. Здесь как бы вот совет общий лег, четверка. Четверка пентаклей, это может быть даже карта жадины. Может быть, она говорит, будьте аккуратнее с тратами. Может быть, сейчас вот не время каких-то крупных покупок, а нужно как бы сохранить те ресурсы, которые у вас есть. Так, ну давайте мы посмотрим. Ну, дьявол. Тут что-то касательно, может быть, денег или, может быть, отношений. Какая-то несвобода и зависимость. Может быть, кто-то сейчас участвует в любовном треугольнике. Конечно, карта может говорить, есть соблазн что-то купить, но есть ограничения в финансах. Потому что по десятке, может быть, есть какие-то платежи или ответственность за что-то, за кого-то. Почему карта и говорит, постарайтесь сейчас свои желания или прихоти пока подержать. Может быть, потом вы можете это реализовать. Потому что по дьяволу это тяжело противостоять вот этим соблазнам. Но иногда еще карта говорит, это соблазн еще занять денег, может быть, влезть еще в какие-то кредиты. Но это начало сентября. Хорошо, для тех, кто в отношениях или в браке, здесь ложится император. Ну, для женщин карта показывает мужчину, который сам принимает решения, решает какие-то вопросы, будь то финансовые, домашние. Также это роль, которая налагается на мужчину, ответственность как мужа, отца. Здесь может быть вопросы с воспитанием детей или какие-то домашние дела, планы. Если вы были в отношениях, здесь может быть карта говорит, что мужчина уже готов принять на себя ответственность, может быть, предложение руки и сердца, но пока как бы я этих карт не увидела. Здесь по семерке, может быть, в конце карта говорит, вот для женщин особенно, просто ждите. Вот мужчина должен созреть до этого сам. Не старайтесь как-то на него давить, иначе можете спугнуть. Но также, может быть, вот в этом вопросе, у кого здесь проблемы, мужчина будет решать, как я говорила, какие-то закрывать долги, кредиты. Или это помощь, например, от отца. Так, ну давайте мы уточним. Так, это споры какие-то, выяснение отношений. Здесь могут быть споры по поводу воспитания, каких-то домашних дел. Но еще для тех, кто в отношениях, и, может быть, человек не свободен, это бороться за свою любовь. Бороться за то, чтобы человек принял решение. Да, может быть, император женат, а вы пытаетесь добиться того, чтобы человек подал на развод. Или здесь борьба за то, чтобы человек сделал предложение. Вы знаете, вот эти карты, вот у нас внутри, в центре расклада ложится сердце. Сердце – это чувство, это эмоции, это любовь. Здесь крысы и метла. Во-первых, здесь может быть какая-то недосказанность, может быть отсутствие романтики, может быть какие-то скандалы, ссоры. Метла, да, она может говорить и о сексе, но вкупе с крысами это может быть какая-то неоправданная ревность, подозрение в чем-то. Из-за этого у вас ссоры и конфликты в отношениях. Иногда крысы показывают в отношениях какую-то порочную связь. Ну, например, вы понимаете, что это ваш начальник, или это человек, у которого есть семья. Да, вы боретесь за то, чтобы человек подал на развод, но император редко отказывается от своей империи. Он не для этого ее создавал, чтобы потом ее с кем-то делить. Скорее всего, мужчину в этих отношениях все устраивает. Но для тех, у кого крепкие отношения, здесь могут быть по метле какие-то ссоры по поводу принятия какого-то решения, или, может быть, что-то связано с какими-то сделками. Может быть, это покупка-продажа недвижимости или какие-то, может быть, судебные дела. Может быть, ввод наследства или дележка имущества.
Ну, что-то официальное, из-за этого могут быть у вас какие-то конфликты. Может быть, это конфликт не с вашим супругом, а, например, с отцом, как я говорила. Может быть, вот вы живете с родителями и чувствуете несвободу, когда не можете принимать решения по поводу своей семьи, своих отношений, и вам хочется, ну, может быть, разъехаться с родителями. Из-за этого будут переживания. Потому что в совет предупреждения ложится четверка, ведь карта может показывать, человек сидит в тюрьме. Да, как бы он занимает положение, он закрыт, он изолирован, но все равно же это тюрьма. Может быть, вам реально хочется отдельно вырваться на свободу. Но также в совет предупреждения она говорит об экономии. Может быть, кто-то в отношениях в браке что-то себе купит, то, что вы давно хотели, но из-за этого могут возникнуть конфликты. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, ложится двойка жезлов. Ну вот по двойке я как такового поиска у вас не вижу. Здесь есть какая-то неопределенность. То ли вы еще сами не знаете, хотите вы новых отношений, нет. То ли у вас сейчас совсем другие планы. Также карта может показывать какое-то знакомство, может быть, по удаленке, через интернет. Вот у нас здесь легла звезда. Как бы и надежда вроде появилась, и человек, может быть, понравится. Но опять какие-то сомнения, вступать, не вступать в эти отношения. Тем более, если человек где-то далеко. Давайте вам одну карту посмотрим. Почему вас будет это смущать? Так, маг. Ну, маг показывает, что мужчина в этих отношениях будет очень активен. Может быть, даже чересчур. Хотя по магу всегда в отношениях притяжение, магнетизм. Еще знаете, здесь вот карта маг может показывать, что есть у вас кто-то на примете. Интересует вас этот человек, но вот вы беспокоитесь, что вот я выскажу человеку, да, вот крысы, это стресс, это волнение. Я вот сейчас человеку признаюсь в любви, а вдруг он меня отвергнет. А маг говорит, если есть кто-то, действуйте, ну хотя бы объяснитесь. А так можно страдать, наблюдая за человеком всю жизнь. Так, сейчас. Да, ну вам нужно принять решение. По тузу мечей это всегда сложно. Вы рыбы, вы эмоциональны, а вам надо действовать с холодной головой. Если человек нравится, значит, наберитесь смелости, подойдите и скажите, признайтесь. А то вот я сижу дома в своей этой норке и мечтаю о человеке, а ничего для этого не делаю. А маг говорит наоборот, нужно действовать. Пока вы здесь так стоять будете, то человек-то может влюбиться, и вы останетесь у разбитого корыта. Поэтому здесь нужно быть более активными. Да, вот по королеве жезлов. Тут, если женщины меня смотрят, и у вас есть предмет воздыхания, тут карта говорит, давайте, действуйте. Есть шанс, может быть, пригласить куда-то человека. Ну, у нас сейчас женщина, эмансипация. Поэтому карта говорит, все будет зависеть от ваших действий. А вот эти беспокойства и то, что вот сейчас я подойду, меня отвергнут, это все убирайте. Хорошо, работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, ложится король кубков. Ну, здесь ваша карта. Карта может показывать ваше стабильное положение с хорошими заработками. Может быть, вы занимаетесь любимым делом. Может быть, кто-то работает на себя. Но также здесь, может быть, вы помогаете людям. Может быть, даете какие-то советы, консультации. Может быть, кто-то является целителем, врачом. Но еще это может быть совет дельный или помощь от какого-то человека, который к вам хорошо относится. Мы сейчас уточним, может быть, здесь какое-то предложение присоединиться к какому-то, может быть, проекту, бизнесу. Или это вы сами будете что-то воплощать. Давайте посмотрим. Но тут может быть что-то связано с творчеством, или опять же это исцеление, или может быть это какие-то эзотерические практики. Две карты интуиции. Ну, также еще Луна у нас это эмоции, это вдохновение. Да, и если вы на кого-то работаете, занимаетесь любимым делом,
Вот здесь вот карта говорит, постарайтесь держать свои эмоции под контролем. Вот эти 15 дней, не знаю, может быть, кто-то вас в чем-то будет обвинять, придираться. Здесь самое главное, вот, чтобы вы не разошлись, да, потому что эмоции помешают вам логически мыслить. То есть постарайтесь контролировать ваш эмоциональный фон. Да, тройка мечей. Конечно, может быть, вот эти карты к вам относятся. Может быть, реально на работе или завал какой-то, или вы не можете показать все, на что вы способны. Вот что-то вас сдерживает, или здесь какая-то зависимость. Вот вы можете разойтись или уйти с этой работы. Но вы знаете, у вас ложится звезда. Здесь карта говорит, может быть, вы уйдете с работы на кого-то и начнете что-то свое. Но кто-то тут реально собирается заниматься что-то связанное с астрологией, эзотерикой. Может быть, пока вы эти планы продумывали, а сейчас вот что-то произойдет у вас на работе, и вы переключитесь на свою деятельность. Повешенные, может быть, реально какая-то сложная ситуация, или от вас тут требовали, не знаю, может быть, жертву. Десятка — это, может быть, вот на вас всех собак навешали на работе, и вы тащите все эти жезлы, не только свои, но и за кого-то. По дьяволу, то есть, может быть, еще и обман. Может быть, вас нагрузили, вам что-то пообещали, но, скорее всего, обманули. Тут кто-то из рыб может уйти с работы. Да, иногда мы это переживаем, но карта говорит, что впоследствии мы понимаем, что не ушли бы мы с работы, мы бы не начали что-то свое, может быть, на себя работать. Так бы сидели там, вот в этом дьяволе, восьмерке мечей. Также тройка может говорить, что был у вас какой-то проект. Может быть, вы на него возлагали очень большие надежды, но вот как-то не получилось вам его осуществить. Может быть, вы начнете что-то другое. А от этого проекта пока откажетесь. Хорошо. Для тех, кто в поиске работы, старший аркан умеренность. Здесь карта пока не показывает новую работу. Тут еще карта ожидания. Но для кого-то здесь реально работа связана с исцелением. Может быть, это работа психолога, психотерапевта или целителя. Это люди, которые исцеляют или нашу душу, или наше физическое тело. Давайте мы умеренность уточним. Как интересно. Да, вы знаете, вот девятка, да, это страхи, это психологическое состояние, это может быть психосоматика, это какие-то панические состояния. Смерть. Я думаю, что здесь кто-то восстанавливается после какой-то неудачи, может быть, разрыва отношений, может быть, потери работы. Здесь вам нужно будет восстановиться. Это период трансформации. Но кто-то, я говорю, будет начинать работу, вот как я говорила. Это для того, чтобы помогать людям в каких-то сложных ситуациях. Когда у них в жизни что-то случилось, какие-то вот кардинальные перемены, у кого-то может быть развод болезненный, кто-то потерял работу и потерял надежду. У кого-то, может быть, человек ушел из жизни. И это именно помогает людям в тяжелых кризисных ситуациях. Ну, у кого что, да. Кому-то нужно пока восстановиться и подождать. Хорошо, финансы, девятка жезлов. Тут, я говорю, какая-то оборона у вас. Но еще девятка, знаете, может говорить, что вы собираетесь что-то начать, но как бы сопротивляетесь по деньгам. Да, вот я сейчас вложусь, вдруг я их потеряю. Уже изначально настраиваясь на провал. Вот, может быть, какие-то новые проекты, может быть, работа. Или здесь, кто вот освобождается от какой-то зависимости работы, здесь вам нужно будет побороться, может быть, вас, как я говорила, не доплатили, вам нужно будет вот побиться за те деньги, которые вы уже заслужили. Да, карта говорит, как бы вам пообещают, вы будете их ждать. Давайте мы девятку уточним. Конечно, это может быть, вот у кого здесь стоит вопрос о разводе, это подавать в суд,
чтобы, то есть человек уходит, но вы будете бороться за собственность, может быть, за недвижимость, какие-то финансы. То есть это защита завоеванной территории и того, что у вас уже есть. Да, это биться за недвижимость. Кому-то, может быть, вот я говорила, судебные дела, кому-то, может быть, придется побороться за наследство. Или это что-то связано с работой. Тут самое главное, девятка говорит, проявите внимательность, осторожность и не доверяйте никаким словам, обещаниям. Все должно быть официально на бумаге. А если у вас какая-то сделка, может быть, вы покупаете или продаете, здесь вы будете, может быть, торговаться по девятке. Или наоборот, кто-то будет просить вас подешевле продать. Нет, это биться за свое. И в конце 15 дней у вас ложится семерка. Семерка – это ожидание получения прибыли от того, куда вы вложились. Но здесь, может быть, куда вы вкладывали свои ресурсы. Кто-то вкладывал в отношения – это ждать. Ждать, когда человек уже примет решение. Также у кого-то может быть стоять вопрос с беременностью. Кто-то из рыбок может узнать о беременности. Что вы здесь не могли? Может быть, у кого-то были проблемы со здоровьем, но было страстное желание уже родить. Да, вот смотрите, у нас звезда – это какая-то цель, это мечта. Королева жезлов иногда показывает женщину, которая очень хочет стать мамой. В конце 15 дней вы можете узнать о том, что вы в положении. Вот малыш. Ребенок. Ну, то есть здесь карта вам советует набраться терпения и ожидать результата. Не пытайтесь как-то продавить эту ситуацию, ускорить. Нет, здесь только вот естественный рост. То есть вот виноград пока зеленый. Ну, соберете вы его, и что? Вот какая-то ситуация будет требовать от вас терпеливого ожидания. И как совет предупреждения, четверка пентаклей, ну это, во-первых, я уже сказала, сохранить уже имеющееся, может быть, даже стать жадиной. Для кого-то здесь совет выйти уже из своей этой зоны комфорта, которая выглядит уже как темница, может быть, начать общаться и, может быть, вот решиться на новые отношения. Еще четверка может ложиться тому человеку, который собирается начать дело, но сомневается. Вот есть у него этот сундучок, на котором он сидит, есть какая-то кубышечка, но это страх ее распечатать, вот начать какой-то проект, бизнес, это страх потерять. Вот как по девятке, да, вдруг я вот сейчас вложусь и все профукаю. Но карта говорит, что вы получите ту прибыль, на которую рассчитывали. Только просто настраивайтесь, что будет медленный, но уверенный рост. Хорошо, давайте получим совет рыбы. Совет на первую половину сентября от оракула королевы Луны. Так, у нас resilience. Resilience – это устойчивость. Вот опять вот человек нагрузил себя каким-то ворохом, да, вот тащит здоровую корзину, как в десятке жезлов. Карта говорит, что мы все совершаем ошибки, и мы должны из них делать какие-то выводы, набираться опыта и стараться эти ошибки дальше не совершать. То есть не наступать на одни и те же грабли. Но и в то же время брать на себя ответственность за те промахи, которые мы совершили. Да, просто их осознавать. Да, я ошибся, я оступился, но я понял. Может быть, как раз эти ошибки и придают вам силы. Так, хорошо. Давайте посмотрим маятник для рыб. Ответ на ваш вопрос «да» или «нет» от маятника. Маятник, ответьте, пожалуйста, рыбам на первую половину сентября на их вопрос «да» или «нет». Ну, ответ «да», но так как он не очень сильно
качался. Здесь, может быть, вам нужно будет, для того, чтобы получить ответ да на ваш вопрос, может быть, вам нужно будет приложить еще какие-то усилия. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание, за лайки, за комментарии. Всего вам хорошего.